Здорово всем, это я Ждандер. Сегодня приготовим вкусное и, в общем-то, не особо такое сложное блюдо. Это отбивная свиная на картофельном дранике под сыром. Короче, есть у нас свинина, шея в данном случае. Надо нам ее нарезать на стейки толщиной примерно 2-2,5 сантиметра. Отбить и замариновать в горчице с перцем и солью. Но перед тем, как мы начнем, можете поставить лайкушку, подписаться, я не знаю, написать мне привет в комментариях. Так, ну что, жесткие части свинины срежем, вот этот жир. И вот так, вот здесь немножко, чтобы так, достаточно жирное мясо. Поэтому сейчас берем и нарезаем его вот такой толщиной примерно, чтобы у нас вот такие стейки вышли. Теперь отобьем аккуратненько. Возьмем пакетичек, чтобы это у нас все тут не брызгало в разные стороны. И потихонечку начнем отбивать. С остальными проделываем ту же операцию. Мясо мы отбили. Я отбил. Вот. Сейчас поперчим его, посолим. То есть особо тут никаких маринадов не придумываем. Перец. Ну и горчички. Горчичка к свинине вообще замечательно подходит. И как маринад, и как соус. Можно только одну сторону смазать обильно. Потом один на другой сложить. Она все равно пропитается прекрасно. Ну и дадим помариноваться так примерно 30 хотя бы минут, можно час. Пока свинина маринуется, подготовим картофельный драник. Для картофельного драника нам, собственно, понадобится сам картофель, яйца, мука. Также у нас будет грибы жареные с луком сверху с помидором. И потерто это будет все сверху сыром и запечено. Начнем с драника. Натрем картошку на крупной терке. Натер на крупной терке. Сейчас вот я в ситечко специально положил, чтобы лишняя влага стекала. Сейчас подсолю, перемешаю и отставим в сторону. Пускай, говорю, лишняя влага подстечет с нашего картофеля. Отставим в сторону и займемся грибами и луком. Надо их поджарить. Построгаем лук так, крупным кубиком. Разогрели сковороду, добавили немножечко масла. Порежем шампиньоны. Или какие у вас будут грибы, без разницы здесь. Лук обжарили до золотистого цвета, закладываем шампиньоны. Лишняя жидкость у нас стекла. Мы ее сливаем, перекладываем картошку, добавляем яйца и муку. 2 яйца. И так обильно 1,5 ложки муки. Перемешиваем. Тесто для драников подготовили. Сейчас дожариваем шампиньоны с луком и начинаем делать драники. Лук с грибами обжарили. Сейчас добавим туда сметанки немножко и, в общем-то, готово будет. Сейчас обжарим драники, сделаем подушечку для отбивной. Начинаем жарить драники. Да, кстати, мы же драники готовим, поэтому, батька, тебе большой привет. Ты там еще не надумал эвакуироваться из страны, где тебя ненавидят. Приезжаем, и тебя драниками накормим. С мышьяком. Танцы. Что, снимаем драники. Этот драник и будет у нас подушкой такой, на которой будет лежать непосредственно мясо. То есть, по сути, будет мясо с гарниром.
Полноценное блюдо. Драники поджарили. Сейчас на быстром огне. Не обязательно до готовности обжариваем мясо, просто создаем ему корочку. Пока жарится, натрем сыр, сверху чем посыпать, на мелкой терке. Сыр берите твердый, ароматный. Нарежем помидорка, тоже понадобится. Порубим чесночок в лук с грибами. Вкладываем. Добавляем сметану. Хотите пожирнее? Мазика можете накидать. Майонез, он, знаете, такой, он все исправит. Можно, кстати, также делать куриную грудку. Мясо пожарили. Сейчас в первую очередь выкладываем драники наши. Как я уже говорил, подушечка будет. Драников у меня получилось 4 штуки. Чуть-чуть не рассчитал, ну ничего страшного. Сверху укладываем мясо. Теперь сверху выкладываем наш вот этот вот, ну, заливку, соус, не знаю, как правильнее назвать, заполнение. В виде сметаны, грибов и лука жареного. Ну и чеснока, конечно же. Не забудьте подсолить немножечко. Можете подперчить. Что делаем следом? Правильно. Подписываемся, ставим лайк, а потом уже кладем помидорку сверху. Ну и, конечно, засыпем все сыром. Все, духовку до 220 разогрели, без конвекции. Надо, чтобы еще немножко драник с мясом доготовились. И ставим. Поехали. Предварительно, кстати, пергаментом я постелил. Не забудьте, чтобы не пригорало к противню. Прошло у нас примерно 15 минут, даже 20. Отбивные наши запеклись. Будем доставать. Главное в этот момент не обжечься. Выложим на тарелочку, попробуем. Ну чё, как тебе такое, Гордон Рамзи? И кто там еще с ним вместе? Джейми Оливер. Вот такая вот отбивнушечка у нас получилась на подушечке из картофельного драника. Сейчас что, снимем пробу. Бля, как горячо. Никаких сюрпризов, в общем-то, не случилось. Все, как всегда, вкусно. Блюдо реально, просто да. Надо это поджарить, это натереть. Да, вроде замороченное, но оно реально несложное. При этом, в принципе, результат порадует. Как праздничное блюдо, отлично подойдет. Подписывайтесь, ставьте лайк, если вам понравилось. Пишите что-нибудь в комментариях, какие-нибудь заявки на блюдо, какие вам хотелось бы увидеть. Ну, увидимся. Пока.